Сейчас мы пропустим пешехода. Здесь у нас трасса спецназначения, как в принципе наш объект. Добрый день, дорогие! Сегодня мы с вами в Крыму. Хотим вам показать еще один наш уникальный, не побоюсь этого слова, объект, проект, который построили специалисты компании Вирмак. И чем же интересен этот объект? Он построен из СИП-панелей с ЦСП, с утеплителем полистирол. В качестве несущего каркаса здесь вообще нету пилмата, нету дерева и так далее. Здесь применяется только ЛСТК, собственно, нашего производства. Это так называемые тонкие оцинкованные стальные конструкции. А также, так как здание нестандартное, имеет разные высоты, вы можете посмотреть в центральной части высота стен составляет 6 метров, в средней части 4 метров и по краям по 3 метра. Многокаскадное такое вот здание. Так вот, в качестве усилителя, помимо еще ЛСТК, применяются и металлические профиля из черного металла. Здесь полная комбинированность идет, так как, еще раз повторюсь, здание нестандартное. Пойдемте посмотрим, что же здесь все-таки интересно и как приходилось строить, в каких условиях. Единственное, что вы здесь можете видеть из деревянных элементов, из дерева как такового, из пиломатериала, это стойки, опоры, навеса здания. Больше нигде, ни сантиметра, ни обрешетки, ни контрабрешетки, ни в крыше. Нигде абсолютно дерева не было. Такую задачу перед нами категорически поставил заказчик. Да, целевое использование здания некоммерческое. Это здание глубокой переработки мяса крупного рогатого скота. Здание соответствует всем санитарным нормам, всем пожарным требованиям. Все это мы учли. В проекте мы вам покажем ссылки на какие нормы, своды правил, ГОСТы мы опирались при проектировании нашего здания и конструировании соответственно. Пойдемте посмотрим. Мы сейчас с вами находимся в той части здания, где высота потолков наиболее максимальная, то есть 6 метров. Саму коробку здания строили наши специалисты, нанесена шпатлевка с сеткой. Это уже собственник, заказчик уже делает своими силами. Наша задача еще сделать отделочные работы. То есть мы сейчас с вами можем наблюдать и увидеть все-таки эти наши каркасы ЛСТК в нашем здании. То есть если мы говорим про периметр здания, то у нас СИП-панели с ЛСТК и с профтрубой, они как бы впечатаны в конструкции, являются неотъемлемой частью самого конструктива, то есть СИП-панелей и металла, то внутренние все каркасные перегородки идут в принципе, по стандартной схеме проектирования ЛСТК конструкций. В каркасных перегородках мы использовали ЛСТК профиль 1,2 мм, 100 мм толщиной. В самих же стенах мы использовали 150 миллиметровый. То есть вы с вами можем наблюдать именно сами каркасы ЛСТК. Для кого-то это может показаться профиль, похожий на профиль, который мы привыкли применять при проектировании межкомнатных стен с применением гипсокартонных профилей. Но там толщина профиля, как правило, идет 0,45, 0,55, 0,65. Здесь же 1,2. Это совершенно уже другой материал. Жесткость он передает совершенно другую. Ребят, там, где у нас идут уже СИП-панели с нашими ЛСТК металлическими вставками по периметру здания, для улучшения теплоизоляционных характеристик здания мы ЛСТК нашей конструкции покрывали теплоизоляционной краской, так называемой керамической краской, которая улучшает теплотехнические характеристики самих ЛСТК конструкций, не позволяя выпадать точки росы, и чтобы тот мост холода, который здесь будет выпадать с точки росы, чтобы он работал, чтобы сам металл не замыкал. Потому что многие пишут, задают вопрос,
что сам по себе металл является проводником, мостом холода, в отличие от пиломатериала. Посредством применения таких теплоизоляционных керамических красок мы убираем этот порог, придавая еще один неоспоримый плюс применения ЛСТК конструкций в СИП-строениях, в так называемых панельно-каркасных строениях, в СИП-технологии, в технологии Вирмак. Строилось здание практически в чистом поле. 5 километров грунтовая дорога. Если, хотя это как бы место считается засушливым, но если пройдет дождь, это проблема. С такой проблемой сталкиваюсь. У нас одна фура здесь застревала. И это такая данность. Нам действительно приходится работать в разных условиях. То есть либо большие какие-то уклоны, либо вообще отсутствие как таковых подъездных путей. И ребята работают чуть ли не альпинистами, чтобы поднять, донести тот или иной строительный материал, который мы относим к технологии Вирмак. И тогда уже действительно никакого выбора нет, там ни блок, ни кирпич, никакая спецтехника не подходит. Это и есть уникальность наших работ, нашей данности. Плюс срок. Плюс самое главное, это то, что цена является той, которую мы с вами подписываем. И мы никогда никуда в какие-то допы не вылазим в рамках того, что подписали. Хотя в этом году, сами знаете, какой был рост и повышение цен. Здание примерно встало около 10 миллионов с отделкой Хауберг. Сейчас ребята приступят наши к отделочным работам. В стоимость входят фундаментные все наши работы, наши стены, наша крыша, наши подшивы, софиты, водосточная система. И даже вот такая, вы видите, панель над крышей стоящая, это так называемое место под будущий баннер-вывеску. Ребят, здесь было применено очень много лайфхаков, инженерных, инноваторских решений, узлов, чтобы соединить, не потеряв и несущие способности, не пострадала, чтобы у нас климатика, теплотехнические задачи, теплотехнические свойства самого здания. Плюс мы должны были обязательно те же требования заказчика соблюсти и выполнить. А самое главное, это при разработке тех или иных узлов, конструкционных и решений, мы должны были применить тот материал, который мы действительно можем закупить в том объеме, по той цене, чтобы это действительно все входило в рамках бюджета этого проекта. Это же не просто, когда вы обращаетесь в какое-нибудь архитектурное бюро или в проектировочное бюро, вам архитекторы-проектировщики дают какое-то решение, какой-то проект, какие-то тома, а потом вы с этими томами идем к строителям, а строители уже репу чешут. А как? А за счет чего? А где это купить? А как это вообще выполнить? А как обучить монтажников, специалистов, чтобы это все, то, что было изображено на бумаге и разработано, чтобы это в натуре исполнить, в реальности, в реальном секторе, чтобы оно стояло. Алена, у меня к вам вопрос, как главного архитектора нашей компании в Республике Крым, как проект-менеджеру. Какие были особенности при заключении контракта, при предконтрактной работе вот с этим проектом, с Джанкоем? В чем там были нюансы? Были ли они вообще, вот, на ваш взгляд, по старой памяти, расскажите. Ну, проект сам по себе являлся большим нюансом, потому что он был очень неординарный, очень интересный и сложный в то же время. А сложность его заключалась в том, что в его назначении, то есть это коммерческий объект, и он был с разной высотностью этажей, там, от 3 метров до 6 метров, то есть с пролетами с большими и так далее. То есть нам пришлось все это реализовать. Получилось? Получилось. И второй нюанс – это то, что когда клиент обратился, он сам еще не понимал, что он хочет, потому что в строительстве он абсолютно ничего не понимал. Вот. И приходилось все на пальцах рассказывать, да? Он не понимал, как бы, что из чего и как это должно быть выглядеть, и поэтому предварительные расчеты, которые мы делали, они были на одну сумму.
когда мы сделали проект, он изменился от первоначального расчета, Состояние. проекта и расчета очень сильно, то есть процентов на 25. Мгм. То есть у нас увеличилась из-за этого стоимость. Ну и плюс сама сложность была, когда долго вели, рост цен был, да? Да, и когда мы уже выходили на контракт с клиентом, произошел скачок цен в плане металла и Других материалов, да. других, да, 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 да. То есть, но тем не менее заключились, цену зафиксировали, цена Для неизменна. клиента цена не изменилась, да, для нас это, конечно, не очень хорошо заработок, произошло. не да, заработок, для но мы вытянули же Мы человека. вытянули, построили, да, клиента мы не бросили. Здесь вам пример зашивки наших каркасных ненесущих стен, эластыкашных профилей сотой толщины. Профиль идет двумя листами влагостойких гипсокартонных листов. Посмотрите, пожалуйста. Везде, где у нас ЛСТК, направляющий профиль, привыкает к бетону, нашему железобетонному перекрытию, везде идет подстилающий слой, из так называемого рубитекса, рубероида, в данном случае рубитекс линокром идет. Везде вы это можете наблюдать. Вы сейчас можете видеть за моей спиной, в одном месте у нас подшива софит, карниз свес не подшит, и можете наблюдать выпуска с тех же ЛСТК конструкций. Шляпный профиль, направляющий профиль. Нигде абсолютно нет пиломатериала. Даже на обрешетке или контробрешетке, как мы к этому все привыкли при устройстве двухскатных страпельных крыш. Сакцентируем внимание, и вот мне охота, чтобы вы пояснили именно не архитектурная форма, не целевое использование, а вот углубиться в узлы, в чем была сложность, именно в чем особенность каких-то новых, может быть, узлов, с вашей точки зрения, с учетом вашей профессии, вашей должности. Ну, если рассматривать именно конструктив этого здания, то особенность была в том, что здесь наши СИП-панели с ЛСТК. Несущими конструкциями были каркасы из металлопрофиля, то есть профтруба 100 на 100, Черный профтруба. черный металл, да. Вот у нас несущий каркас профтруба идет. Да, несущий каркас профтруба, стойки из профтрубы, Это обвязка СИП-панели из наши, профтрубы, да, СИП-панели подходят к этой трубе. Была задача, чтобы не было теплопотерь в местах, где мы ставили, да, стойки. Из профтрубы, да. Да, нужно было закрывать внешнюю часть также утеплителем, нащельником из ЦСП. Ну и плюс заказчик перед нами задачу ставил какую? Чтобы не было открытого каркаса металлического, как вот применяют в такие же, при строительстве и же подобных промышленных зданий, когда идет металлический каркас и сэндвичем зашивается, да? Ну и чтобы вид он был как у гражданского строения, а не у коммерческого и сэндвича. Да, ну заказчик вообще сам по себе влюбился в наши СИП-панели. ЦСП, пенополистирол, ему вообще все, он их увидел, сказал, я хочу это, мне другого не надо. Вот. Ну и, соответственно, мы внедрили, то есть совокупность была СИП-панели с ЦСП, профтруба, каркас несущий и ЛСТК. Ну и ферм очень много у нас тоже из черного металла, да? Да, да, так как пролеты большие, здание большой площади, пришлось рассчитывать, делать сбор нагрузок, рассчитывать пролеты. Здесь у нас корпус 6-метровый, здесь 4-метровый. Длины разные, соответственно, нагрузки разные, да, шаг ферм. Да, вот здесь видно, где мы уже здесь, например, зашили, обшили наш каркас СИП-панелями, и здесь каркас виден из ЛСТК. Вот, собственно, сами фермы. То есть различные пролеты, различный ассортимент, как вы сказали, профтрубы, конфигурация ферм разная, все они связаны между собой связями вертикальными, горизонтальными. Вот, все это нами учитывалось при проектировании.
Обрешетка была также из профильной трубы. Частично, кстати, стропильная система была выполнена из ЛСТК, тоже профиля. Вот в этой части у нас были стропила из ЛСТК, обрешетка из шляпного профиля, тоже поперечная. Дерева вообще нигде не было, да? Дерева вообще нигде не было, единственное, использовали вот уже на террасе. Здесь заказчик просил, чтобы было натурально, природно. Были прогоны, стойки одного сечения 200 на 200. Вот здесь выполнено. Терраса, навес террасы, да? Да, то есть уличная уже часть. Внутри все полностью из ЛСТК и СИП-панелей. Что бы хотелось вам сказать, донести? Ребят, ставьте перед нами задачи, а мы будем смотреть, насколько наши технологии, насколько наши специалисты могут ваши идеи воплотить в жизнь. Это очень важно. Пишите, скидывайте чертежи, скидывайте пожелания, и мы вам пишем в обратную, отвечаем звонками или в электронных письмах. Да, это наше, мы здесь вам действительно и можем помочь, и рады помочь, и воплотим вашу мечту, насколько это возможно финансово, качественно потребимо именно и по техническим соображениям, и в качестве энергоэффективности, в качестве несущих снеговых нагрузок и так далее. Это все немаловажно.